поигралась и чего-то тут перенастроила. Я даже не поняла, как. И почему оно так настроилось, я тоже не поняла. Так, наверное, вот так надо делать. О, ничего хорошего, но поиграюсь дальше. Странно, на стриме были люди, но я как-то этого не увидела. По-моему, немножко хоть не такая идет зеленца, и, соответственно, хотя бы можно себя видеть. Переподключилась. Знаю, что из-за этого ничего хорошего не будет, но посмотрим. Я же говорю, сейчас я какой-то прям блогер от Бога. Да. Вот. Ну, хотя бы так. Извините. Никогда такого не было. Я решила попробовать свои расширенные возможности. Ну, в общем, попробовала. Я себя пока не вижу там. Постоянно поправляю челку. Ну, ладно. Я в итоге не знаю, что-то изменилось, но я пока вижу такое же освещение, как было. Вот, извините, ну да, отвалился стрим. И все. По цвету что-то я не вижу никаких. Ну ладно, посмотрим, будут ли изменения. В общем, в мае месяце мы прошли интервью в Монреале. У меня будут 2 поездки в Монреаль, которые мы, скажем так, с удовольствием осуществили по Канаде. Интервью прошли мы тоже для того, чтобы нас одобрили на получение грин-карт. Скажем так, что мы были удивлены, ну, в этом, ну, даже сказать тут нечего. Мы были удивлены очень. И как бы в это время уже, соответственно, стали приезжать украинцы с рабочими визами только с пометкой Quiet в Канаду. И каково же было наше удивление, когда нам сказали, типа, ну вы же раньше приехали. И я, вы знаете, просто поймала ситуацию в дежавю, когда нам тоже во многом стали отказывать, когда, ну, в Украине еще находясь, что типа, ну вы же с Луганска, типа, какие ваши проблемы? А вы знаете, я вот человек, который реально побывал в пожаре. Я вот, знаете, вот у нас была же ситуация такая, что как раз 12 февраля, год назад, у нас был пожар, да, нас с дочкой эвакуировали. И был такой момент, как мужа не было, он был уже в Канаде. Но, скажем так, если бы наш дом сгорел вместе с нашими документами, у него бы тоже не было дома, а как бы, ну, нас эвакуировали, мы выжили, у нас, типа, все нормально. Я же говорю, я вышла тогда из дому, ну, я понимаю людей, которые сейчас эвакуируются, но только у них это все гораздо длительнее история. Я в прямом смысле слова вышла в пальто и с одним телефоном. Я вышла даже не в своем пальто, я вышла в дочкином пальто. Дашу я более-менее одела, мы взяли нас пожарные, сказали взять полотенце, наложить на лицо, да, чтобы мы хотя бы с 8 этажа на 1 спустились по лестнице, да, и, соответственно, да, мы как бы пострадали, я же говорю, я неделю потом залу вытирала, видно, через эту попала. Естественно, дома дышать было нечем, ну, как бы, слава богу, хотя бы было достаточно тепло, что топилось, что я могла позволить там открыть окна. Даша несколько дней не жила в этой квартире, да, потому что ночевала у подружки, у ребенка был шок. А муж вообще был в Канаде. И вот нас трое. И вот у меня действительно была ситуация такая же, то есть в смысле, то есть у меня, я не в Украине, но какие шансы, какие возможности мне вернуться туда? Опять нулевые. То есть, с одной стороны, вы типа молодцы, вам очень круто повезло, вы уехали по собственному желанию, а с другой стороны, у меня прав в итоге в Канаде опять стало меньше, чем у людей, которые приезжают после меня. И знаете, я просто вот встала и подумала, зачем мне это надо? А люди, которые заехали в нашу квартиру, которую мы снимали в Канаде, они платят гораздо меньше, им 3 месяца вообще сделали бесплатно, и им там депозиты простили, что-то еще, и при этом, да, они с Украины, но они с того города, который не пострадал.
У меня Луганск, как бы, у меня его нету. И нету его уже 8 лет. То есть для меня это не пустой звук. Я помню, как одна из девочек, из подписчиков мне предложила поучаствовать в программе как волонтер в защиту Харькова. Я, честно могу сказать, я отказала из-за того, что, ну, в смысле, как я могу ходить и кричать о том, что помогите Харькову, когда есть тот же город счастья, есть Сватово в Луганской области, где люди умирают с голоду, потому что россияне их не пускают даже в ЛНР, и это я вам рассказываю историю из жизни, потому что достаточно очень близкие люди, мне и моей семье, ездили просто потому, что у них там есть документы ЛНРовские, и они смогли заехать и банально привезти дети, чтобы дети поели. Говорит, и такого восторга от того, что я привожу муку, я не видела, говорит, ну, девушка, говорит, ну, никогда. Потому что они реально, говорит, банально хотя бы оладики спечь. То есть, ну, ребята, ну, как бы, э, это правда жизни, как бы. Знаете, тоже вчера увидела, что все рассказывают об обстрелах, как страдают города, как страдают люди. Это ужасно, и это неважно, как это и на каком языке звучит, это горе. И когда, типа, все города, ой, мы страдаем, и, типа, картинка, говорит, а про Никополь-то все забыли. И в такой же ситуации сейчас будет очень много городов и очень много людей на самом деле. Поэтому, ребята, ну как бы я опять столкнулась с этой ситуацией только в Канаде, когда нам сказали, ну типа, ну вы же работаете и дальше работаете. И мы действительно работаем, мы действительно зарабатываем, и как бы, ну, в Канаде. Я не скажу, что мы легко работали, у меня есть свидетельство, у меня на руке вот такая вот шишка вскочила, у меня до этого она была от удара по, ну, в общем, достаточно в юном возрасте, очень долго ее не было, то есть это хирургическое вмешательство, вот удалено было все. И вот тебе, пожалуйста, после легкой работы в Канаде, я не знаю, после чего на самом деле это, то ли из-за работы в отеле, просто спустя время, это ж не сразу все происходит, потому что там вот эти матрасы тяжеленные я поднимала, то ли это от швейной, потому что там была операция, когда нужно было вытягивать, ну там, тут, в общем, кисти были заняты. И, соответственно, это, ну, это травма. Это травматическая реакция, то есть это не перелом, не шишка, это жидкость, которая скапливается, а потом выходит наружу. То есть, я же говорю, срок годности сложно определить какой. И нам опять в очередной раз, ну, когда я там обратилась, на самом деле, чтобы вы понимали, я обращалась только за одной помощью в Канаде. Помогите мне выучить язык. Я очень благодарна своим коллегам, которым я работала хоть в отеле. У меня были там вообще, кто учил и французскому языку девчата, и в швейном, в Текс-Медика. Они мне помогли выучить английский. Я уехала с достаточно хорошим уровнем английского. Понятно, что я смотрела видео, я как-то оставляла ссылку на Duolingo, то есть я реально продолжаю в этих всех инструментами пользоваться. Я смотрю этот канал OK English, я смотрю Duolingo, эту программу, учу. Естественно, я очень переживаю, что сейчас, сидя дома, в прямом смысле слова дома, в Америке, во Флориде, где все хорошо и прекрасно, но нет, и тут отсутствует очень важный фактор. Я сейчас не езжу на работу, и вот сегодня муж только поехал, да, первый день, я уже говорила в предыдущей части эфира, который отвалился. Ну, сама виновата, не так тыкнул. Английский мой еще не настолько хорош. И, соответственно, я, конечно же, очень благодарна английский за год. Я на нем говорю, я его очень хорошо понимаю. Естественно, есть моменты, когда я переспрашиваю. Ну, давайте откровенно, что если вы сейчас пойдете в банк даже в Украине, неважно, на каком языке с вами будет общаться сотрудник, он будет украиномовный либо русскоязычный, будут моменты, когда вы будете вынуждены переспрашивать. Ну, это особенности не столько языка, а сколько сферы, да, когда вам нужно уточнить, какие проценты, какие там, не знаю, ну, в общем, все нюансы, которые могут быть, они в итоге могут быть. И как языковые, так и, в принципе,
я не знаю, сферически не совсем правильно, да. Вот, поэтому, конечно, безумно скучаю о общении, но гарантии, что я как бы вернусь на этот канал, нет, по той простой причине, что я планирую учиться. В США я буду учиться, мой язык английский достаточно хорошо вырос, и я говорю, глядя на свою руку, я вообще не представляю, как теперь быть. Вышивать мне это не мешает, ну, как минимум, я столько сейчас вышиваю, что я не думаю, что это глобальная нагрузка будет. И, соответственно, я буду учиться здесь. Вот, пока что окончательно я еще не знаю, кем и как я буду, но предположительно это будет тестировщик в школе портного. Возможно, кто-то уже смотрел, особенно те, кто интересуется темой США. И, в общем, ну, будем учиться. Так, что еще хочу вам рассказать? Решила поправить, может быть, так будет получше. У меня телефон достаточно широкомасштабный, может быть, действительно цвет вот этот сероватый. Мне так понравилось, как я выгляжу. Ну, освещение, да, надо как-то, надо будет потом помиксовать, но, к сожалению, на патио у нас такой типа открытый дворик, где естественное освещение, там достаточно хороший свет, но там достаточно плохой интернет. Вот, поэтому прямые эфиры там делать точно нельзя. Максимум, что там можно, это делать, видео снимать. Вот, видео снято, я снимала, мягко говоря, там с первой минуты пути, а может быть даже немножечко раньше, как мы ехали все эти 4 дня. Поездка наша, мы выехали с Нью-Брансвика, с Монктона, через Монктон мы ехали через город Сент-Стивен, ну что-то знает, тоже есть блогеры канадские, там жили, там еще есть шоколадная фабрика. Пересекли там границу, очень быстро все это заняло. Кошка у нас то ли нелегал, то ли легал, мы так и не поняли, но документы у нее все корректные для Америки. Сделали прививку, как говорится, и поехали. Там в Канаде вообще понятия паспортов нет, но если вы с Украины будете ехать в Канаду, то паспорт кошачий, конечно, нужен. Это нужно для авиалиний. А мы же ехали машиной. Мы брали, арендовали U-Haul, туда впихнули максимальное количество наших вещей и, соответственно, поехали. Поэтому мы приехали без дивана, диван покупали уже тут. Сейчас мы живем в таунхаусе, это домик на 2 этажа, он буквально на там, несколько метров больше, чем та квартира, которую мы снимали. Извините. У нас постоянно работает кондиционер и сушит. Из-за высокой влажности у нас здесь влажно везде. Вот. И, соответственно, у нас все так же. 2 спальни. Стоит только разница, что у нас 3 туалета и 2 этажа. Кошке наличие ступенек безумно нравится, а еще кошке безумно нравится, что она может выйти прямо на улицу. Сегодня, провожая Гришу, провожала в 5 утра, кстати, видео об этом тоже будет, Яша просто решила выйти погулять. Тут коты очень классные, не конфликтные, даже немножко я их подкармливаю, потому что моя душа не терпит того, что мне надо обязательно кому-то делать добро. В этот раз это оказались местные коты. Их тут целых 3, но только 2 ходят, питаются, оба черно-белые, похожие, или брат с сестрой, или что-то такое. Просто один короткошерстный, это точно мальчик, а второй пушистый. Ну, мы решили, что это девочка. В общем, Няша вступила в конфликт. Видно, как любая дама, определяя свою территорию, как оказывается, девочки более агрессивны в отстаивании своих территорий. Ну, в общем, мягко говоря, я была удивлена. Хорошо, что наша кошка Бармонт уже приучена к возврату домой. То есть я плюс-минус понимала, что рано или поздно может таким кончиться, потому что, ну, чуть щель открыли, кошка подошла, дверь открыла и прогнала на улицу. В общем, у нас в итоге дворовая кошка, купили ей поводок и выгуливаем на поводке. Кто подписан на мой Facebook, возможно, об этом уже знает. Дарья ходит в high school, так как она закончила в Канаде 8 класс, сейчас она здесь в 9.
Здесь очень много вакцин, те, что были украинские. Мы еще немножечко доставили, когда проходили медкомиссию на грин-карту, да, перед интервью. И, в принципе, ну, мы делали за деньги. Если бы нам эти вакцины не поставили, мы бы могли вполне их сделать здесь бесплатно, то есть даром. Вот, здесь много вакцин. Опять тут делают вот это от манки оспы. Ну, так как Даша переболела, мы в прямом смысле слова даже искали фотографии. Благо, у меня тогда была такая функция у телефона. Сейчас почему-то не могу настроить, ну, и как бы не особо долго этим занималась. Чтобы были даты на фотографиях. В общем, есть фотография. Ну, и она, естественно, не пригодилась. Здесь нету зеленки как таковой. Как я так поняла, в Канаде тоже. И никто ветрянку не замазывает, так как это делаем мы. Там, может быть, алкоголем или каким-то там специальным, типа, помазали бы сверху. Вот такой нету фишки, что все дети ходят зеленоватые. Вот, соответственно, Даше нужна была эта вакцина, но мы в итоге там не совсем просто, но в итоге мы вообще всей семьей ездили на самом деле, потому что Гриша у меня очень товарищ толерантный, и когда нужно пускать тяжелую артиллерию, ею становлюсь я. Вот, но на самом деле меня как бы не останавливает то, что я не знаю язык, когда я понимаю, что что-то мешает моей жизнедеятельности, я, соответственно, пытаюсь решить этот вопрос вне зависимости от того, человек понимает меня или нет. У меня всегда есть под рукой телефон, который я спокойно использую в качестве переводчика. У меня не, ну, может быть, когда-то в начале у меня был какой-то момент, что я не знаю языка, но я всегда использую фразу, типа, что мой телефон лучше говорит по-английски, и типа, ну, я могу его использовать. Вот, не знаю, насколько корректно, правильно эта фраза звучит, я периодически себе ее, как это сказать, редактирую, перевожу, тренирую, но она иногда забывается, поэтому я заново и заново учусь. Ну, как минимум, я доношу, что у меня есть телефон, и я буду им пользоваться. Вот. Дарье учебный год начался с 10 августа, поэтому что такое 1 сентября мой ребенок уже 2 года как не знает. Здесь школа начинается раньше и заканчивается учебный год, соответственно, раньше. У нее каждый день одно и то же расписание, то есть 5 дней в неделю у нее одни и те же предметы и в одной и той же последовательности. Оказалось, в Америке, это был для нас сюрприз, с 7 класса уже идет спецпрограмма. Мы, соответственно, в 9, и что такое спецпрограмма, ну, мы не можем. Нам нужно составлять отдельный план учебы для нашего студента, для нашего ученика. Ну, если кто знает, кто не знает, сейчас давно уже используется students, да, то есть студент. Я, кстати, даже не знаю, как раньше было ученик, я уже забыла это слово. Когда-то давным-давно пыталась выучить его. И, соответственно, вот я ее отвожу в школу на 8:30 занятия начинается, но я стараюсь там заводить хотя бы 8:20, чтобы она была. По-моему, все так стараются, поэтому пробка необычайной длины. И у нас получается так, что я ее забираю. В понедельник обычно короткий день, early day. Она заканчивает 2:30, а вот в такие дни, как сегодня, она заканчивает 3:30 свою, в принципе, школу. Я ее забираю. Опять на машине, потому что, говорю, очень жарко. Есть вероятность, что зимой, ну, у нас зима, это будет декабрь, и здесь будет плюс 20 на улице, и, может быть, она будет ходить в школу сама или со школы. Не знаю, пока такого нету, соответственно, мама возит, ну, до этого возил папа. Мама там буквально пару-тройку раз. У меня все нормально с правами. Те права водительские, которые я получила в Канаде, несмотря на там определенные нюансы, здесь я просто отдала. И мне отрезали кончик на канадских правах со словами «сувенир».
Вот, поэтому я теперь с Флоридой, ну, теперь с другими как правами. У меня брату, когда я написала, что типа у меня флоридские права, он говорит, ты что, только по Флориде можешь ездить? Я говорю, да, в принципе, везде, просто на них написано Флорида. Флорида, кстати, не Флорида, а Флорида. И, соответственно, за месяц мы переделали все документы, мы получили грин-карт, да, мы являемся резидентами Америки, Соединенных Штатов Америки. То есть мы не только можем работать, учиться, мы, в принципе, здесь можем жить, да. Если... Так, секунду, мне нужно поставить... Что мне нужно поставить на зарядку? Я что-то не понял. У меня не заряжается ноутбук. Что пошло не так? Сейчас, секунду, прошу прощения. У меня сам шнур перестал заряжать. Почему? Интересное кино. Вы меня видите? Нет, что я тоже трансляцию не вижу. Что происходит с моим ноутбуком? Что-то у меня такой прям реально первый блин комом. Или мне кажется. Это какое-то прям безудержное веселье. Я смотрю, у меня здесь продолжается. Так, ну ладно. Вот это вот, конечно, интересный момент. Как такое может быть? Я уже сама розетку отключила. Сейчас секунду гляну, потому что новый дом. Очень много розеток, но какие розетки за что отвечают, я, к сожалению, иногда не знаю. Сейчас проверим. Я все еще тут, сейчас смотрю, что у меня тут происходит. И почему у меня разряжается. Почему это все у меня разряжается? У меня вроде бы нету напрямую связанных никаких моментов. Но, тем не менее, когда такого не было. И вот опять. Так, ну, решили вопрос с зарядкой. Просто почему-то одна розетка отказывается заряжать. Да, такого веселого, скажем так, у меня еще не было. Я извиняюсь, я говорю, это, как говорится, первый блин комом, пеките комочки, да? Так, кстати, у меня тут моя блузка, которую я искренне верила закончить на День незалежности Украины. Вот. Ну, я немножечко по груди подхожу к концу, близко я даже показывать не буду. Я не знаю, как вот Алла Романюк вышивает. У меня реально, конечно, ну, то ли это нитки, то ли это потому что нанесенка. Я просто вышиваю, как говорится, усилием воли из-за того, что я не знаю, как в итоге, как в итоге это будет выглядеть. Ну, тут осталось совсем чуть, уже там, как говорится, основная часть продвинута. А есть еще, нашла наконец-то потерянную, очень хорошо. Сейчас, секунду, я нашла иголку, которую думала, что потеряла. Это не эфира. Я так люблю быть собранной, ну, как говорится, не сегодня, not today. В общем, еще на рукавах вот такая есть, я даже не представляю, как я туда буду подлазить. Ой, знаете, как говорится, ну, правда, это очень удивительный у меня получается вопрос. Ну, в общем, вышиваю. Я вот буду вышивать до тех, пока оно вышьется, потому что на меня реально стыдно, ну, у меня нету именно украинской вышиванки ни одной. Вот. Придвигаем ближе стол. Поэтому вышивать я практически не вышиваю. Все время я занята, все время я занята тем, что я пытаюсь учиться, либо семьей, либо еще какими-то моментами.
сейчас я просто... О, девчата уже пишут, а я уже в эфире. А ну дайте я сейчас напишу. В Телеграм я просто... О, я сейчас отпишусь. Вот, потому что я знаю, я написала вышиваємо разом группу в Telegram к Юле Осенней, потому что, ну, я уже в Конкей Модерн, я даже не знаю, она жива или нет, эта группа, у меня подруга администрировала ее, а сейчас Валя находится в Польше, ну, и как бы я уже не стала ее дергать, я уже воспользовалась, как говорится, тем, что Юля Осенняя хотя бы, ну, не ругается, и я как бы воспользовалась группой Юли в качестве информационной. Я еще в Инстаграм пишу и в Фейсбук свой, но я же говорю, это больше для того, чтобы просто оставаться на связи, что как бы, ну, что понятно. Я думаю, всем понятно теперь, кто как минимум следил за мной, к какому переезду я готовилась. Да, переезд в очередную следующую страну, говорю, ну хотя бы здесь у меня есть вид на жительство, грин-карт, да. Я, как муж мой смеется, когда нам пришли эти карты, нам очень быстро, кстати, карты пришли, они пришли буквально через 19 дней, как мы прибыли. Это, ну, мы, наверное, побили пока все рекорды, у людей там 21 день была разница, у нас 19. Ну, мы только прошли интервью, к нам приехали паспорта с специальными конвертами, и в этих конвертах была инструкция, как оплатить грин-карт, и мой муж сразу оплатил. По поводу, почему мы все-таки во Флориде, я ждала этого вопроса, их нет почему-то, ну ладно. Мы Флориду выбрали из-за того, что мы на тот момент, уже проживя больше года в Канаде, ну, муж так вообще, он поменял все документы еще, когда речи не шло о том, что у нас будет возможность переехать в США. Просто все документы были канадские. И даже украинских водительских прав не осталось, там еще куча всего, скажем, не было. А с учетом войны, тем более, что как бы у нас очень много информации, которую мы даже не могли для определенных действий взять ее нигде, ну, потому что это правда жизни. И мы, соответственно, думали переехать в штат Мэйн, который рядом с Нью-Брансвиком, тем более друзья в Нью-Брансвике, там в крайнем случае нам друг к другу в гости ездили, да. Но сложилось как сложилось, мы с мая месяца по, не помню, какое-то там июля, искали жилье, мы прям вот там тоже упрощенная система, замена водительских удостоверений, а у мужа профессиональный тракинг, а если не профессиональный тракинг, тут как бы есть штаты, в которые мы очень хотели, например, в Северную Каролину поехать. Там нужно полгода учиться, и это стоит там около 12 тысяч долларов, как сами понимаете, это очень дорого. Даже для людей, которые живут в Канаде. Моя зарплата была 1500 долларов, то есть 12 тысяч, это мне нужно было год поработать, чтобы Гриша, соответственно, получил эту тракерскую категорию. Соответственно, работать как тракер он не может, а надо работать, опять-таки, его зарплата там падала до уровня моей, и как бы аренда квартиры съедает одну зарплату, вторая зарплата только в лучшем случае покушать, да, а платить за учебу тогда чем? И как-то очень Мэйн штат был недружелюбен к нам, и мы где-то месяца полтора, это минимум, ну просто мы в начале там июня и в июле мы принимаем решение, мы как раз заболели, у мужа была ангина, тест ковидовский у нас был, не показывал, что ковид, он такой типа, ну практически второй палки, там типа намек, что она типа может быть у вас. Мы еще переболели ковидом все дружно. Ну, я так понимаю, что ковид уже. У меня коллега в итоге от меня заразилась, хотя он уже вроде как и тест был такой себе, но при этом мы его отдельно в комнате. Я с ним общалась только с маской. Соответственно, коллега моя заболела, а
Муж ее, она говорит, мы вообще такой дурью не страдали, как ты, типа, мне маску ничего не носил, потому что муж работает из дому, то есть шансов кого-то. Но он в итоге не заболел, а коллега моя заболела, и у нее точно все тесты были, ну, ковид положительные. А у меня, когда я заболела, уже тестов не было, когда они у меня уже появились, видно, я уже просто переболела. В общем, и вот в этом состоянии, когда там температура, все болеют и так далее, муж говорит, слушай, а не поехать ли нам во Флориду? А я говорю, а у нас есть там возможность как-то туда попасть? Он говорит, да давай попробуем. Мы за 2 недели нашли дом на очень хороших условиях, ну вот этот таунхаус, в котором рядом с классной школой. Собственники этого дома люди с Украины, но они очень давно туда уехали, с Украины. И, в принципе, диалог состоялся после фразы «Слава Украине», и мой муж ответил «Героям слава». Вот так вот. И вдруг нам стало вести, да. И, в общем, Флорида нам очень легко далась, и как-то за меня моя подруга, за что ей огромное спасибо, переживала, говорит, а что ж вы на 4 дня будете с этим прицепом ехать, а как там ваша машина, а как вы, в принципе, будете... То есть надо было взять вовремя этот прицеп, надо было его вовремя отдать, плюс долго ехать, ну, в общем, много-много нюансов. И вы знаете, на удивление сложилось все очень хорошо. Мы пересекли границу. Ночевали мы, слушайте, уже не помню, но надо будет видео пересмотреть, там все эти видео будут, я реально все записала сразу, потому что понимаю, что через время оно все забывается. Сейчас, секунду. Соответственно, мы ехали через Нью-Йорк, как минимум фоточки я поделала, увидела этот мост бруклинский, увидела эти сумасшедшие пробки. В Киеве таких нету. По-моему, на второй день был Вашингтон. Естественно, нас на машине с нашим прицепом тоже не пустили, очень близко. Но Белый дом мы видели, Пентагон мы видели, мы тоже мимо него проехали. Ну, уж галочку поставили, что мы там были. Где мы еще были? Ну, так, чтобы глобально где-то останавливаться, такие какие-то красоты смотреть мы не были. Где-то проехали, было объявление типа ну, короче, ферма аллигаторов. Но мы тоже, естественно, туда не заезжали, потому что, ну, мы реально уже подустали ехать. Няша на 3-й день, я эту историю рассказывала в соцсетях уже. Я думаю, что я еще не раз расскажу, потому что я была просто поражена нашей кошке. В первый день она полчаса минимум кричала, потом она успокоилась, что типа нет, все, мы едем и едем. Потом она там пробовала найти себе место, в итоге она отжала места. У нас такой холодильник был, хоть какую-то еду мы с собой везли, потому что в основном ехали высокоскоростными хайвеями, не то, что даже в Канаде. Очень быстро там едутся, и там потоки сумасшедшие. И, соответственно, она прям вот на него улеглась, видно, что холодно от него было. И, в общем, она чувствовала полный комфорт. И мы все ночи оставались в мотелях. Это, ну, вот комната, и внутри комнаты, мягко говоря, там ванная, и, ну, в лучшем случае туалет отгорожен. Ну, так себе, знаете. В общем, на 3-ю ночь Няша покушала, извините за подробности, сходила на горшок, села возле двери, где вы ходите, такая, ну все, я готова, поехали. Ну, то есть она уже была 100% готова выезжать дальше, ехать, потому что она понимала, раз вещи не раскладываются, то есть все окей. Правда, сейчас вещи разложили, но сказать, что она прям такая готова сидеть дома, нет. Ну, тут больше списываем на то, что много готов, она все видит, с этими запахами знакома, и, в принципе, чувства ограничений у нее нет. Но у нас и в Канаде она первые там несколько раз она рухнула с балкона, после того, как у нее печальный опыт сложился, ее немножко, как бы, она успокоилась, больше таких историй у нас не повторялось. Я жду, когда произойдет также во Флориде,
Ну, по-моему, что-то она чем дальше, тем чувствует себя больше королевой и так далее. Ну, кошка это у нас вообще отдельный член семьи, о котором можно говорить бесконечно. Ну вот. Ну, так, в принципе, машина у нас все нормально, выдержала, у нас осталась канадская машина. То, когда, скажем так, мы ее купили вовремя, когда она еще стоила достаточно дешево. И здесь как бы сейчас, ну, я не знаю, смогли бы мы позволить купить себе эту машину, заплатив за растаможку 600, ну там, грубо говоря, там до 800 долларов, нам было все равно выгоднее приехать на ней и с ней. Ну, мы, правда, еще муж почти 2000 долларов потратил на то, чтобы привести ее в чувство. Ну, как мой муж сказал, это больше для личной безопасности, потому что как бы машина не новая, машина у нас 2013 года, и плюс после такого километража, ну, тут в данном случае называется миляж, может, в дальнейшем я буду его использовать, потому что у нас тут все в милях, и сами понимаете, рано или поздно ты переходишь, ну, используешь те слова, термины, с которыми ты постоянно общаешься. Вот. И, соответственно, вот Гриша реально тут очень много чего сделал. Там счет у нас был на 2000 долларов. Это прям все. Но Гриша сделал сам частично и что-то еще ездил. Ну, в общем, я еще день-два поезжу, посмотрю, насколько хорошо себя машина чувствует. Если все хорошо, значит все хорошо, так и оставим. По мне. Я уже сказала, что буду учиться. Пока сижу дома, в принципе, на этом все. Вот. Ну, возле нашего дома, кстати, есть бассейн. Ну, это, я не знаю, такой акция. Тут на самом деле крайне редко, что прям рядом с домом. У нас 2 минуты ходьбы. По погоде во Флориде здесь очень жарко и очень большая влажность. На улице находиться крайне тяжело. А еще здесь такие дожди, знаете, как бы тут кто-то наклонил большое ведро, и с него вот льется, 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 то как бы, а потом хоп, его назад кто-то. То есть вчера я первый раз видела, когда просто капают мелкие капли, но долго. То есть бывает такое, что капельки капают, но это как остаток уже явления дождя. Дождь может идти 10 минут, 20 минут и 30, в зависимости от порывов. Тут бывают торнадо, ну, как бы чисто теоретически то место, где мы находимся, оно достаточно безопасное. Но говорили, что тут тоже как минимум раз уже люди переживали, что это такое, дома трясило, электричества не было. Я никак не могу к этой мысли прийти, но усилием воли мы все-таки купили свечку пока, спички есть. Какое-то количество продуктов в запасе тоже есть, но я еще не могу себя заставить, то ли это от недостатка денег, потому что еще как бы, да, были только траты, траты на все, и на мебель, и на обустройство, документы, ну и так далее. В целом переезд, удовольствие не дешевое, неважно, ты переезжаешь по собственной воле, а если еще не по собственной воле, это же кошмар, как сколько чего надо, чтобы, ну, нормально жить дальше. Поэтому это, ну, я думаю, что сейчас меня, к сожалению, поймут даже те, которые даже не задумывались год назад, ну, о переезде в принципе. Да, я думаю, что если Света Литвинова меня смотрит, Света, привет, потому что, ну, это вообще была тема, больная тема, она по поводу человек 20 лет прожил там на одном месте, в одном городе, на одной работе. И таких, я думаю, много. Я 30 лет прожила, скажем так, на одном месте. А теперь меня, видите, носит и остановить не может. В моем случае, может быть, это и хорошо, что меня носят, потому что мой ребенок не слышала выстрела в Луганске. Моя мама до сих пор... Я думаю, даже тут вопрос не в том, что до сих пор. У меня мама в 2014 году грозы испугалась, так что ой-ой. А если еще и вот сейчас, это, конечно, кошмар. Поэтому я когда-то увидела пост в Фейсбуке со словами: «У меня депрессия, мне очень плохо в Канаде, я хочу переехать во Флориду». Ребята, вот я не хочу никого конкретно обидеть, потому что человек мне был очень незнаком. Я сказала, что это странное желание, потому что Канада очень
сильно помогают финансово и сопровождают, да, то есть они дают пособия людям, они помогают приехать в страну, они дают очень хорошие условия для аренды, то есть есть компании, есть целые организации, которые помогают. И типа, ну, чувствовать себя плохо и в депрессии в Канаде, для меня это странно, потому что по сравнению с Украиной, несмотря на снег, просто я снег не люблю, да, в Канаде очень классная погода в плане солнечности, там очень много солнца, очень много света, и как бы, ну, это очень странно для меня, что у человека депрессия, потому что там постоянно идет дождь. Да, там бывает дождь. Но небо солнечное, светлое, яркое. Помню, я ходила первое время, не могла, ну, насмотреться на это небо, может, потому что я в Киеве жила, там как бы, да, достаточно облачно. А также я, конечно, бы не рекомендовала именно из-за того, что во Флориде тут такие сумасшедшие разряды электрические, ну, молнии, она там до земли, и гром постоянно. И я же говорю, я вспоминаю глаза своей мамы, когда первый раз произошла гроза в Киеве, это что там, 2014 год, лето. Это был ужасный испуг, это был ужас, понимаете? И я никогда не думала, что моя мама, да, она может так сильно бояться. И если у вас когда-либо будет возможность переезжать с Украины, и вы при этом действительно стали, то есть вы реально слышали эти все раскаты, как летит самолет, как взрываются снаряды, как и так далее, и так далее. Флорида, наверное, последний штат, который бы я порекомендовала для переезда, потому что если вы это все слышали, здесь это регулярно. И, ну, это стресс будет. Я вспоминаю, как у меня одна из сестер рассказывала, как ее детвора ночью вставала и шла прятаться в подвал от любых там громких звуков. Ребенок просыпался, и там было одному, там, грубо говоря, 7, второму 5. И они вот брали за ручки, и находясь дома, там на шестом-седьмом этаже, они вот ночью, ну как дети, да, проснулись и искали подвал. Поэтому, ну как бы, если я рада тому, что как бы у меня нету посттравматического синдрома, но я вам откровенно могу сказать, что у меня шок иногда случается от того, что тут так бабахает и гремит. Ну, у меня видео тоже эти все есть. Там одно видео Гриша снимал, одно я. Ну, то еще шоу. Это очень громко, это светомузыка, и это огромный дождь. То есть в идеале, как вот многие говорят, и профессиональные водители, не только, иногда бывает самое лучшее решение просто встать на обочину, переждать эти там 15, 20, 30 минут, потому что так вот глобально. То есть тут нету облажных дождей. Возможно, они когда-то есть, но мы их не видели. Вот. И еще здесь очень такая интересная особенность. Дождь всегда теплый. Соответственно, все время тепло, после дождя не становится холодно. И ты когда едешь, а когда, ну, иногда есть такая потребность, что там ребенка того же забрать, а у тебя пар просто из-под машины, потому что асфальт парит, и это у тебя запотевает стекло снаружи. И это, ну, это странно. Я сегодня тоже ехала, я не могла понять, как смотреть мне, потому что, ну, мне нужно было и настроить, то ли мне, чтобы градус ниже был, то ли чтобы градус выше был, что делать, чтобы у меня не потело. То есть дворники работали, ну, иногда изнутри запотевает, тоже окно, тоже не знаешь почему. Ну, в общем, такие интересные сейчас моменты, которые как бы, ну, они есть. Вот. Сказать, что мне не нравится здесь, я не могу. Мне на самом деле очень нравится. И я чувствую, что мне прям, знаете, как в том случае, что такое ощущение, что вас здесь ждали. Как бы тьфу-тьфу-тьфу, и Даша же в восторге школы, как-то все равно идет нормально. Но, честно могу сказать, здесь мне очень одиноко, и это несмотря на то, что, да, тут и муж, и дочка рядом. Иногда мне аж выть хочется от одиночества, потому что, ну, я еще ничего не знаю, все очень далеко, соответственно, это ехать на машине. Но сейчас такой проблемы здесь нету, да, я села и поехала.
Вот, если в Канаде первые месяцы я вообще боялась сесть за руль, то здесь, как бы, знаете, и тоже очень интересно, мне 2 октября будет 44 года, да, в 22 году 44 года, это как бы 2 октября. Я думаю, ух, как тут наваливаю. И смысл в том, что я реально, вот знаете, задумывалась, а что правда можно после 40 начать жизнь нового листа. И к этому вопросу еще прибавилось то, что у меня же какие-то серьезные проблемы с изменением страны с одной на другую. И как бы у меня все документы есть, я раньше это не делала, я стала именно делать подтверждение личности и все остальное, когда у меня уже все документы были, то есть я легально все здесь нахожусь, все равно есть какие-то нюансы. Поэтому, знаете, как говорится, после 2 недель игрищ я приняла такое решение. Канал НК Модерн остается и будет жить. Естественно, на нем ни монетизации не будет, ничего такого. Но я и не хочу обманывать ни себя, ни зрителей, что здесь там прям контент будет. Ну вот, его будет много. Его много не будет, потому что, да, я занята была в прошлом году по Канаде. Смотрим, что очень серьезно упала моя вышивка. Сейчас у меня основное все, что я хочу все равно вести YouTube канал, но, как я и говорила про Канаду, только для того, чтобы как минимум мои воспоминания, которые я могу утратить, да, это останется такой реальный видеодневник. У меня предстоит очень много шагов, да, я учу язык, который мне долго не давался, я буду учиться, то есть не скажу, что прям с нуля, но с чистого листа. Почему я так чувствую разницу? Потому что у меня получается так, что, как бы, знаете, это следующая страница. Потому что 3 года назад в это время мы были там в Париже, до этого в Италии были неделю, потом прилетели в Париж, 3 дня там кружились вокруг Эйфелевой башни, сходили в Лувр. И как бы это 3 года назад. За эти 3 года случился ковид, была Канада, ну и, соответственно, еще много интересных вещей. Поэтому я просто, знаете, у меня тогда еще дочка училась в украинской школе, а сейчас она уже учится в high school, то есть, да, как у нас в Украине, то есть старшая школа, 10-11 класс. У меня это все настолько за 3 года, настолько было все стремительно. Кстати, видео тоже с Италии, с Парижа у меня есть. Я поняла, что мне важно делать для себя такой видеодневник. Я не знаю, как это будет выглядеть. Это будут коллажи, это будет видео, это будет все вместе. Ну, скорее всего, это будет какой-то, знаете, альбом. А как он будет выглядеть, альбом с видео, то есть и так далее, посмотрим. Ну, я снимаю реально сейчас просто. Иду и такая, тыдынь, и сняла. У меня вот недавно был случай, мы вышли со строительного магазина и увидели цаплю. Я тут же начала снимать, я вначале сфотографировала, потом сделала, включила видео и увидела прям вот, это все попало в кадр, как она поймала ящерицу, такая мимо нас, она такая повернула и полетела. Мы такие, ого. Я такая, это все вошло, все супер, типа, ну вот видео у меня есть. Или там гуляли вечером здесь, просто решили променад устроить с дочкой. Сидел геккон реальный, да, и увидели, как у него вот это вот горло раздувается. Ну, так как это ночная съемка с телефона, но это все было видно и тоже интересно. Такой, ух ты. Ну, то есть у меня сейчас, я реально не выпускаю телефон из рук. И мы недавно были на встрече, муж поклонник Юра, я забыла, как его канал называется, ну, у кого мужья тракеры или кто там собирается в Канаду или в Америку, многие его знают, у него там 193 тысячи подписчиков оказывается. Но мне этот человек был интересен тем, чтобы просто поговорить о том, что вот почему он блогер, как он это делает, для чего он это делает, с какой, ну, как бы у нас с ним еще, ну, я туда поехала, потому что меня еще другие вопросы волновали, кроме блогерства.
Ну, естественно, как бы, ну, это было сложно не заметить, когда ты там с телефоном сидишь, там еще с чем-то. У него немножко другой формат просто подачи своего канала. И оказалось, что да, это своя история из жизни, с которой тебе, ну, иногда тебе не хочется о ней говорить, но это об этом надо говорить. А ты таким образом, ведя YouTube канал, сохраняешь, скажем так, свою историю, свой опыт и, скажем так, возможно, даже не повторяешь какие-то проблемные случаи, какие-то факапы, то есть у тебя этого не случается. Ну, вот как бы так. Чат вообще молчит, я не могу понять, это вопросов нет или нету людей, которые желали бы задавать вопросы, или я, как всегда, заболтала так, что спрашивать нечего. Ну что, как бы основное, мне кажется, я все-таки рассказала. А по поводу еще такой момент, наверное, последний, это... Сейчас подключить телефон. Канал, который будет о моей жизни в Америке, возможно, какие-то все равно отсылки будут, потому что я тоже видео снимала, что-то еще было. Друзья мне как минимум там остались в Канаде. О, хоть кто-то написал. Надюш, привет. Ой, как ты там, кстати? Вот видите, у нас Надя ответила. Неожиданно, но приятно. Вот. О, привет. Ну, наконец-то, девочки, вы хотя бы тут со мной. А чего вы мне ничего не писали? А я тут сама с собой. Видите, о, Алла Романюк тоже вдохновительница меня на это. Если есть вопросы, задавайте, потому что же я канал тот, когда запущу, я просто его уже буду делать полностью под американским аккаунтом, потому что, ну, мягко говоря, заигралась я с этим. Этот канал же остается рукодельным, но он больше будет в сообщество, поэтому если кто не подписан, подписывайтесь, чтобы все извещения вам приходили сюда. Или Инстаграм и Фейсбук, там все будет. И я буду, соответственно, выставлять посты. Ну и в дальнейшем я буду делать видео. Много видео от меня не ждите, ну потому что кто был, кто знает, кто слышал 100 тысяч раз, наверное, много не получится. Если хочется что-то хорошее сделать, то, скажем так, сначала невозможно было писать. Ух ты, как интересно. Ну, это, наверное, же говорю, какие-то мои нюансы, потому что, ну, я даже... Я вообще не знаю, что. Дочка в Италии, когда тебе удобно позвонить, хочу пообщаться. Мне можно сегодня звонить, можно, давай где-то через часик. Я как раз закруглюсь. Так что так. Видите, разбросала. Мы разбросаны по карте, мы развеяны по свету. Вот теперь вот так и есть. Наверное, я просто стала тем человеком, который, знаете, попадал в истории в Украине и потом говорил, о, надо ехать, или как-то заранее у меня это все происходило, что у меня вроде бы тоже все эти эвакуации, весь дурдом тоже меня коснулся, но я рада, что я все-таки ну, отделалась легким испугом. Конечно, я бы предпочла не эвакуироваться в пожаре, но, возможно, это тот момент, когда я теперь действительно, ну, спокойно могу сказать, да, я вас понимаю, когда мы говорим о том, что люди там с чемоданами уходили, там люди животных бросали, у нас няшка спряталась так, что она вышла только на следующие сутки, что я ее не могла просто найти, хотя я несколько раз домой возвращалась. Так я могла, у меня была возможность вернуться, я ночевала всю ночь дома, и наша кошка только утром выползла куда. Ну, я даже не представляю, где она пряталась, то есть я реально ее искала. Поэтому даже здесь иногда она бывает как спрячется, но сейчас морда волосатая спит, довольная собой, королева. Правда, тапком по попе все равно получила. Ну, мы не столько бьем, сколько прикладываем, потому что у нас, ну, не принято бить, это как-то для нас, ну,
мы больше, знаете, так угу-гу. Но она такая кошка, что ее и не надо бить, она достаточно быстро все понимает, она обижается, она может что-то там рассказать тебе по этому поводу. Ну, в общем, с кошкой нам так же повезло, как и с ребенком, поэтому особо, скажем так, у нас в этом плане, ну, все по-другому. Вот, поэтому как канал будет называться, верите? Я даже не представляю, даже не буду анонсировать, который будет про мою жизнь в Америке. Я не знаю, как называть буду, как я это все буду давать, потому что есть такая вероятность, что я сниму... Господи, извините, опять с этими волосами, все с лица пытаюсь убрать. Я сделаю пару видеороликов, а после этого, когда уже буду готова их выкладывать, я тогда просто специально для этого сделаю канал, раскидаю анонсами Инстаграм, ну, что оно появилось, там как-то по тегу или еще как-то будем искать. Сейчас информацию обо мне по Фейсбуку подтягивается через хэштег «Хныкины у Америці», одним словом. И как бы, ну, есть вероятность, что как-то так и будет, скорее всего, канал называться. Единственное, что будет русский или английский. Потому что я себя поймала на том, что у меня нету ни одного нормального языка. Мне для учебы нужен один язык, чтобы корректно как минимум переводить, писать и так далее. А я даже вот сегодня общалась, и я понимаю, я начала писать по-английски, ну, без переводчика, такая сама собой гордая, потом фигак у меня проснулся во мне украинский, я что-то там написала по-украински, потом я с украинского перепрыгнула на русский, я смотрю свой чат, но благо человек, с которым я общаюсь, меня понимает на всех 3 языках. Вот так не часто бывает, поэтому, ну, и учитывая, что я собираюсь идти в тестировщики, да, в IT там тоже иностранные языки, ну, это только они называются. Вот мне очень понравился JavaScript, почему-то, я вдруг вспомнила его. Я один из первых уроков уже там прошла, сделала задачки, такая села и понимаю, что я кайфую, что я получила удовольствие. Другие языки пока не пробовала, хотя, скорее всего, буду учить Python. Опять-таки не уверена, что это так будет, но посмотрим. Поживем, увидим. Ну, в общем, как-то так. Так, 57:23 этого эфира. Если вопросов нет, я думаю, я более чем подробно рассказала. Такой большой анонс, да. Это у меня будет еще плюс каждый день что-то происходит новенькое. Хотя на самом деле нет, не буду вас обманывать, не каждый день. Бывает день-два, когда просто обычная жизнь. Ну, это день-два. Как у меня коллеги в Канаде говорили, моя жизнь похожа на сериал. И мы смеялись, что когда я уже начала готовиться к выезду, у меня был сериал «Друзья». Там были свои нюансы. И, соответственно, короткометражные. Знаете, как вот британские сериалы. Серии длинные, но их не больше 3-4. Вот у меня где-то такой же сериал получился за последние несколько лет. Поэтому я искренне верю, искренне надеюсь, что все будет хорошо у всех у нас. Я все еще жду своего дня рождения 2 октября, когда на мои 44 года, что нам скажут, что у нас в Украине мир. Вот, я очень этого хочу. Это, наверное, будет самый большой подарок для меня и, думаю, для вас тоже. Всем пока! С вами была Наталья, канал NK Modern. Пока, ждите анонсов.